Всем привет! Сегодня хочу снять видео о том, как я буду разбирать, перебирать, вычищать, вымывать планетарку семерку срэмовскую. Также поставлю новый тросик. Вот у меня уже есть шифтер, клипбокс. Как раз поставлю, проверю. И вот у меня пара колес. Рама была убитая в хлам, а колеса вообще четкие, идеальные. Восьмерки нет, алюминиевые 28-е, спицы с нержавейки, комплект, переднее и заднее колесо. Вот это сама планетарка. Надо ее разобрать, потому что мне не нравится снаружи какой вид у нее. Передняя втулочка, ничего там такого особо страшного нет. Подшипники, конусы, все. А вот заднюю надо разобрать, почистить. Короче, так, для начала сниму пыльник. Грязный весь. Звезды здесь нет, стопорного кольца нет. Так, затем надо перевернуть и открутить. Пластмасска здесь. Здесь есть такой пластиковый винтик. Я его потом выкручу, покажу. Но вы его не выкручиваете. Так, видно. Сейчас. Здесь ключ на 22 и 17, по-моему. 22 и 17, да. Диаметр 10,5, шаг 0,97. Так, снимаем. О, снялся у нас рычаг. Снимаем вот этот вот пыльник. Да, грязи здесь до хрена. И аккуратненько вот так вытягиваем. Вот. Сейчас видно. Так, аккуратно. Так, это у нас планетарка. Это СРЭМ. Потому что 3 колодки. У Сакса 2 колодки. Вот. Одна, вторая. Сейчас я положу. Вот получается у нас одна колодка тормозная, вторая и третья. Подшипники везде все одинаковые. Сюда их. Так, тряпку надо взять. Затем здесь есть вот такая вот пластиковая внутри. Такая вот пластиковое кольцо. Вставляется оно, здесь вот канавка есть. И это потом пластиковое вот такое вот кольцо. Вставляется сюда вот так. Потом, когда помоем, так вставим назад вот туда. Так, это пока в сторону. Сюда колодки. Так, начинаем. Здесь сверху есть вкручен сюда пластиковый винт. Сейчас я его попробую, посмотрю. Походу его кто-то пытался открутить, потому что здесь под крестовую отвертку. Да, ему кто-то уже мозги скрутил. Все, не буду его трогать, потому что потом придется сюда из проволоки алюминиевой пятерки нарезать резьбу и вкручивать винт. Ничего в этом страшного нет, если вы потеряете этот пластиковый винт. Берете с проволоки алюминиевой и по резьбе загоняете. Если есть лерка, нарежьте резьбу. Если нет лерки,
загоните, резьба сама нарежется. Короче, ничего в этом страшного нет. Можно и железный винт сюда вкрутить, как один там меня спрашивал. А что делать, если потерял винт? Я говорю, с проволоки с алюминиевой по диаметру подбери, сделай, да загони, да и все. А другой говорит, я говорю, или можно железный винт захерачить туда. Один там тоже потом звонил, говорил, при высоких температурах винт нагревается, вот эта ось лопается. Ребята, какие нафиг высокие температуры? Вы что, на машине летите или со скоростью 150 км в час? Короче, такое дело. Ничего страшного в этом нет. Все нормально. Все это взаимозаменяемое. Так что... Ладно, короче, начинаем разбирать. Стопорное кольцо снимаем. Вот оно. Сюда вот. Так, под стопорным кольцом идет шайба. Вот эта шайбочка идет вот такая вот. С проточечкой с этой стороны. Вот проточечка. На шайбе проточечка. Затем снимается вот этот блок шестеренок. Вот, шестерни. Вытягивать я их не буду. Не надо. Сейчас помою. Потом покажу метки, по каким меткам. Внутри еще здесь есть колечко. Вот это. Вот это колечко. Его вовнутрь надо будет положить. Шестереночки целые, не побитые. Затем вот пружинка. Так, шестерня пошла. Первая маленькая. Вот этими вот такими вот штуками вниз, потому что сухарик туда становится. Так, потом идет такая шестерня. Вот этими вот конусами вот с этой стороны фрезеровано ровно, а с этой стороны вот есть вот такие вот 4 выступа, вот ними вверх. Затем идет у нас большая шестерня. Вот она. Вот этим вот кольцом вверх. Вот этой вот штукой вот вниз. Так, потом надо сухарик вытащить. Сейчас, чтобы она ничего не разлетелась. Делаем вот так. Открутим, перевернем. Сейчас камеру переставлю. Так, ну вот так более лучше видно, да? Вот, сейчас мы раскрутим на 17 ключ. Берем и... Ого, этот конус надо открутить. Он что-то не откручивается. А что с ним такое? Вот обязательно надо ложить какие-то прокладочки, потому что можно резьбу свернуть. Так, сейчас я возьму ключ на 9, на 8. На 8 не подходит, на 9. Буду держать и пробовать откручивать. Ого, ребята, да что, какой-то попандос.
Есть. Так, камера. Открутил. Зажало сильно его. Оп-оп-оп, разлетелось. Сейчас мы конус найдем этот, где он там улетел. Вот. Так. Вот конус. И вот пружинка. Так. Снимаем вот эту вот штуку. Здесь подшипник. Так, вытягивается пыльник. Так, вот так. Опа! Вот, а тут подшипнику хана. Ничего, у меня есть подшипник. Поставим сюда. Это сюда, это сюда, это сюда. Так, затем пружинка. Подшипник. Есть. Затем вот эта вот штука вот так снимается. На ней есть вот такие... О, вот тут собачки позалипали. Так, вот эта штука здесь внутри еще есть. Такая вот колечко такое, куда пружинка одевается. На него пружинка становится. Вот это вот. Так, на это колечко. Его на место. Ну, если вы потеряете, ничего страшного. Так, смотрите, как собачки тут позалипали. Смазка уже старая. Еще почистим, помоем, смажем. Так, затем аккуратненько держите. Здесь есть пружинка, вот она, и есть колечко сверху. Так, это колечко прижимаете и аккуратненько сухарик выталкиваете. Выпал сухарик. И держите, чтобы не вылетело. Все. Вот сухарик. Ставится он. Здесь две вот с двух сторон проточечка. Вот одна и вторая. Либо так, без разницы. Так, оно видно? Видно. Так, затем колечко. Пружина. Вот эта пружина большая. И такая пружина потоньше. Потоньше первая идет сюда пружина. Вот это вот мощная. Не перепутайте. Вторая пружина идет уже потом. Так, теперь эта штука надо на другую сторону. Сейчас я вытру. Так, смотрите, забыл. Здесь еще колечко есть. Вот такое вот. Такое вот колечко. Все, его сюда ложим. Так, все, у нас осталась такая штука. Сейчас мы вот так прижимаем. И здесь есть стопорное кольцо. Вот, когда вы прижимаете, вот здесь есть стопорное кольцо. Его сейчас снимем и вытащим эту всю штуку сюда. Вот это его еще легко и снять.
Так, сейчас я его сниму. Так, в общем, я его снял. Сейчас аккуратненько плоскогубцами выдавил. Чуть помучился. Вот это стопорное колечко. Аккуратненько снимаем эту штуку красную. Вот. У меня еще есть вот такая вот шайбочка. Ложим сюда. И теперь берем сухарик. Там еще шпилька внутри есть. Видно? Вот внутри шпилька ходит. Вот так прижимается. Вот внутри шпилька. Блин, как же ее вытащить? Для того, чтобы ее вытащить, надо выкручивать. Так, для того, чтобы ее вытащить, надо отсюда выкрутить винт. Но так как уже кто-то пытался его крутить, я его крутить не буду. В общем, оставляем как есть. Ничего страшного в этом нету. Я помою. Все на место соберу. Так, вот. Так, я все перемыл. Вот я разложил в такой последовательности, в которой буду собирать эту планетарку. Так, подшипник новый, который разлетелся. Где он? Вот он. Вот я новый подшипник. Вот. На магните прикреплен старый. В общем так. Смотрите, ось я уже закрепил. Сейчас я выставлю. Так, ось я уже закрепил. И начинаем потихоньку собирать. Берем вот эту вот красную штуку. Ложим сюда в нее такое колечко железное. Одеваем. Есть, ходит. Затем берем такое вот стопорное вот это вот колечко, которое не мог я снять. Одеваю его вот сюда вот так вот. Затем такая вот шайбочка идет сюда. Пружина, как я говорил, есть одна такая пружина, на которой много витков, она такая помягче. На этой пружине поменьше витков, она пожестче. Вот берем вот эту пружину, которая пожестче. Одеваем. И сверху одеваем такой вот вторую такую вот шайбочку. И так вот. И вот такой вот сухарик вставляем сверху. Все. Это ходит сюда, это ходит сюда. Так, получается. Так, затем идет вот такая вот штука. И в ней вот такая вот тоже шайбочка есть. Одеваем эту шайбочку сюда, на нее будет пружинка становиться. И вот так одеваем. Все. Есть. Затем идет барабан. Я это все делаю без маски, для того, чтобы лучше было видно. Собачки ходят, одеваем барабан. Есть. Наверное, с этой стороны надо встать вот так вот. Одел барабан. Затем идет пружина. Потом идет подшипник. Вот так подшипник одевается. Вот подшипник. Вот так одевается сюда. Так, как-то и гараж большой, и места не хватает мне. В общем, вот так вот подшипник становится. Затем идет вот такая вот пружина. Одевается сверху. Есть. Затем идет вот такая вот штука. Здесь подшипник ходит, и сюда мы сейчас ставим другой подшипник с пыльником. Вот так сверху одеваем. Здесь вот шлицы. И вот здесь внутри есть шлицы.
Так, это сюда вот так. Потом идет подшипник вместе с пыльником. Вот так вот одеваем. Есть. И конус. Вот так прижимаем и вот так вот. Все, и потом конус ключом на 17. Так вот подтянули. Так, с одной стороны у нас собрана планетарка. Сейчас я ее переверну в другую сторону. Есть, перевернул на другую сторону. Начинаем. Берем. Что берем? Ага. Берем первую шестерню, самая большая. Как я показывал, вот этими вот остричками, вот этой проточечкой вверх. Вот так вот, смотрите. Вот так вот одеваем ее. Вот наш сухарик. Вот наш сухарик. И вот так одеваем. Есть, она стала. Затем вторая шестерня. Тоже вот этими вот вверх. Здесь квадратики, ровная проточка. Здесь такие вот треугольнички вверх. Вечно тень как-то попадает. Есть. И затем идет маленькая шестерня. Есть. Затем у нас... Сейчас я поставлю. Есть. Затем идет пружинка. Такая вот маленькая сюда. Колечко. Стоп. Какая пружинка, колечко? Надо сначала поставить... Так, стой. Запутался уже, совсем запутался. Сюда идет пружинка. Так, запутался, правильно. Затем идет у нас сам блок с шестернями. Смотрите, здесь на них есть метки. Вот одна. Видно? Не видно. Сейчас вот так попробую. Вот блок с шестеренками. Есть одна точечка. Блин, как бы так показать сейчас. Раз, два, три. Вот, смотрите. Вот, шестеренки крутятся. И есть вот метки. Одна, вторая, третья. Эти метки надо выставить четко напротив вот этих вот штук. Раз, два, три. Зажать рукой и вставить в барабан. Сейчас я буду это делать. С первого раза бывает не получается. Ну ничего. Но со смазкой лучше. Это когда смазка. Так, дальше. После шестеренки одеваем пружинку. Одеваем круглую шайбочку. Вот она. Есть. И теперь берем вот этот барабан, как я показал. Вот, пальцами зажали метки. Вот. И пробуем одеть. Для этого есть, конечно, специальная такая приспособа. Уже не попадаю. Уже не попадаю. Я видел, там один немец сделал, у него специально эта приспособа. Одел, зафиксировал шестерни. Твою дивизию, это что ж оно так? Ладно, сейчас я одену. Так, вот я одел, смотрите. Вот. Все по меткам стоит. Одна метка.
Вторая метка и третья метка. И, в общем, у этого немца есть специальная такая приспособа, как он одевает сверху на эти шестерни, не блокирует. Ну, у меня такой нет. Так, затем у нас идет такая вот шайбочка и стопорное колечко. А стопорное колечко где-то я уже делал. Не могу. Вот оно. И стопорим вот так вот. Есть. Затем берем наш обод, надеваем сверху. Надеваем сверху, чтобы подшипник стал, он не становится. Есть, встал. Потом берем вот наш барабан тормозной и пружину одеваем. Ну, тут есть одна штука. Для того, чтобы поставить эти три колодки, вот эти три колодки, сейчас я камеру. Для того, чтобы поставить вот эти вот три колодки, надо их смазать солидолом, чтобы они прилипли сюда. Потому что на сухую так просто не поставишь. В общем, барабан вставляется сюда. Может, и поставлю. Одна колодка. Есть. Так. Колодки выставляем опять. Раз, два, три. Три колодки есть. Надеваем подшипник. И все снимем. Надеваем подшипник. Есть, это мы одели. Пыльник. И после пыльника уже рычаг. И две гайки, которая на 22 идет.
И на 17 ключик. Все, этими гайками регулируем натяжение подшипника. Теперь переворачиваем колесо. Вот так вот. Сюда идет пыльник вот этот вот железный. Так вот, сейчас камеру пониже опустим, да? И ставится звездочка, стопорное кольцо, и сверху должен одеваться еще один вот такой вот пыльник. Так, сверху. Сейчас я покажу, как звездочка одевается. Есть у меня вот такая вот новенькая звездочка на 19 зубьев. Так, одевается звезда. Есть стопорное кольцо. Есть. И вот такой вот еще пыльник. Его здесь не было. Он должен здесь быть. Вот так вот он одевается. Все. Так. С колесом закончили. Слышно, как собачки работают. Это я потом смажу уже перед, как говорится, перед установкой на велосипед, для того, чтобы проверить. Все, с планетаркой я разобрался. Потом буду ее смазывать. Потому что как-то один подписчик написал, попросил, если я буду что-то когда-то еще собирать, снимать это без смазки, чтобы было видно все детальки мельчайшие, как куда вставлять, какой стороной. Ну, в принципе, правильно он попросил, потому что со смазкой потом пихаешь, ничего не видно, руки соскальзывают. В общем так, с планетаркой я разобрался. Сейчас буду собирать вот этот клипбокс, шифтер и сама рубашка. Так, мне надо вот эти вот мои вот эти вот сюда концевички. Видно? Концевички. Сейчас посмотрю, что с этой рубашкой, в каком она состоянии. В принципе, рубашка еще нормальная, а тут даже внутри идет трубочка. Сейчас посмотрим, этот концевичок сюда подойдет или нет. Да, подходит четко. Сейчас мы это все начнем делать. Интересная штука, смотрите, шифтер идет. Сами цифры вверх ногами. Такое ощущение, что это сделано для человека, ну, для левши. Или сейчас просто возьму, посмотрю, если это стеклышко вытягивается, стекло переставить. Потому что мне этот шифтер не очень нравится. Или сюда можно поставить, потом будет тросик. В общем, получается вверх ногами цифры. Сейчас попробую разобрать. Ну, пружинка, как всегда, вылетела. Так. Ну, наверное, ничего и не получится, да? Потому что стекло... Ничего не получится, потому что здесь
стоит одна такая застежечка. И все, не получится. Значит, будет так. Назад вставляю. Так, есть. Потом она, получается, идет. Правильно. Правильно, стрелку, самое главное, стрелочку. Вот, перевести на единичку. Вот она. На единичку. И вставлять ее так, чтобы она ее сразу крутила, да? Получается вот так. Вот здесь вот бортик такой есть. Вот эта штука вот так вот сюда. Чтобы потом, когда вы крутили, сразу стрелка его поднимала. Так, пружинку ставим. И опять, тросик надо. Сейчас я трос заведу, так легче всего, когда в разобранном состоянии. Вот, тросик у меня есть. Так, вот здесь вот есть такая вот штука, потом сюда окончание тросика вот так вот встанет. Там я видео показывал, как это все делается, но раз уже, и вот он вышел, все правильно. Вот тросик должен сюда и выйти. И протягиваем его до конца. Все, тросик стал, затем берем пружинку, вставляем. Пружинка вылетает, будьте аккуратны. И вот этим вот большим языком вставляем сюда, вот сюда, а вот этот маленький язычок становится сюда. Раз, есть. И сразу зафиксировать надо, потому что вылетит. Потом пружинку придется новую искать где-то. Так, и этой штукой есть, да? Так, ну да. Ага, чуть-чуть не так. Да. Вот, все. Так, теперь берем рубашку, всовываем трос. Все, и вот вылез трос с этой стороны. Есть такая штука. Откручиваем к кликбоксу. Это снимаем. Так, отвертка. Не идет отвертка. Так, стеклышко в сторону. Здесь есть вот этот вот. Эта вот штука, ее надо вытащить. Она так плохо вытягивается. Вот он. Такой латуневый барабанчик. О, как раз надо почистить чуть-чуть ее. Эти кликбоксы последнего самого образца, они не разборные. Есть разборные кликбоксы. Вот, 18 июня 2006 года выпуска. Ну, еще в таком хорошем состоянии, не побитый, не почухан. Ну, ладно, чтобы внутри у него пружина была не поломанная, не слетела, ничего. Ну, в такой кликбокс я когда-то разбирал. Там внутри подшипник стоит. Вот так аккуратно ножом подрезал. И потом на эпоксидную смолу садил.
Так, там все чисто, все хорошо. Так, самое интересное. 90 миллиметров. Там я видео показывал в одном, как это делается. Вот заводим сюда этот крутилку эту и плоскогубцы. Зажимаем этот бабышку тут. Даже тут не закручено было. Засовываем трос. 90 миллиметров должно быть от края вот этой крутилки до самого латуневого этой бабышки. Так вот. Берем линейку. Моя красивая линейка. Где-то она уже делась, а вот она у меня здесь. Сейчас я. Так. О, практически угадал. Можно и 95 поставить миллиметров, в зависимости от того, как здесь внутри уже от тросика на белой у той штуке спилена дорожка. Тогда может быть и меньше. Ну, короче, можно начинать с 95 миллиметров. Но сейчас я поставлю 90 и пару миллиметров, вот 91 получилось. И пару миллиметров тросика оставлю для регулировки. Так, сейчас зажму. Есть тоже специальная приспособа, ну это не у нас, это у немцев, потому что такая вот пластина, на пластине это заводская, такая есть упор, поставили, натянули эту штуку, закрутили, все, 90 или сколько там, 95, ну я говорю, можно с 95 миллиметров начинать, потом потихонечку сдвигать, сейчас я покажу. И все, ну мы ж все делаем сами, своими руками. Есть. Так, откусил. Смотрите, берется кликбокса. Эта штука сюда вот так вставляется. Раз. И второй оборот начинаем взводить и сюда. Есть. Затем стеклышко. И закручиваем. И это все надо делать на первой скорости. Закручиваем. Сейчас прикрутим стеклышко. Так, и теперь смотрим. Первая скорость, вторая, третья, четвертая. Вот, сразу совпало. Ничего уже крутить не буду, ничего не буду менять. Потому что если покрутить сюда, регулировка на четвертой скорости происходит. Видите, стрелка, треугольничек этот отклоняется. Вот параллельная штука идет. На стеклышке есть такая параллельная меточка. И вот этот треугольничек должен стать ровно на эту меточку. Значит, чуть-чуть отпустим. Вот так. Видите, сбился. Все. Не буду ничего делать. Все. Потом 5, 6, 7. Есть. Все работает. Так все оставляю. Ну все. Колесо готово. Кликбокс готов вместе с шифтером. Осталось теперь смазать, собрать. Пускай лежит. Все. Всем спасибо. Всем пока.